Добрый вечер, с вами Мангафил, и это Маньху Рада Жизни, 53 глава. Поехали. Господин, идти против старшей принцессы сейчас неуместно. Юань Хуньдао. Дело дошло до того момента, когда мне нужно искать выход. Линь Жоуфу. Позволь спросить в последний раз, раз ты уверен, что он был именно он, судя по ранее, других вариантов и быть не может. Раз убийца он, то дело не имеет никакого отношения к семье Фань, так что беспокоиться не о чем. Семья Фань и совет наблюдательней тайно поддерживают связь на протяжении многих лет. Думаю, они не откажут мне в моем предложении. Судя по вашим словам, грядут радикальные изменения. Я был в суде слишком долго, и многие меня недолюбливают. У меня 2 детей. На ногу напали, а дочь не в состоянии о себе позаботиться. Я надеюсь лишь на то, что благодаря достойному браку мы сможем укрепить положение семьи Линь. Фань Сянь определенно один из лучших кандидатов. Не думаю, что эта идея так уж хороша. Господину Фаню не избежать политической борьбы, его жизнь в будущем может оказаться крайне непростой. Пока он носит фамилию Фань, подобное и правда не избежать, так что я бы предпочел, чтобы он был жестоким и безжалостным человеком, чтобы обеспечить моей дочери безопасность. Но вот принцесса... Все это, наверное, ее план, все эти убийства. Это отличный шанс сохранить капитал двора, вместе с тем навеки связав нашу семью с помощью брака. Вот только она не ожидала, что убить Фань Сяня будет не так просто, а Ву Буань погибнет вместе с молодым мастером. Главное, она раскусила в мысли Его Величества. Даже если бы им удалось бежать тогда из столицы, она бы отдала приказ еще об одном убийстве, чтобы обвинить во всем Северную Ци. Думаю, она догадывалась, что Его Величество готовится к войне. Ее действия стали бы отличным поводом развязать ее помощь, поэтому она и приняла все эти решения самостоятельно, несмотря на его недовольство. С этой женщиной очень трудно иметь дело. Давай пока не будем об этом. Мы должны немедленно придумать стратегию борьбы с предстоящей войной. Отец, отец! Линь Дао Бао. Господин, юный мастер, он... Да Бао, что случилось? Со Дао Бао, все хорошо, а вот брат до сих пор не вернулся. Да Бао скучает по брату. Сын, мой сын. Отец, что такое? Со мной все в порядке. Он вернется через несколько дней. Не волнуйся, тебе проспать. Хорошо, Дабао. Спокойно, Дабао. Пойдем спать. Лучше пригласить Фань Сяня, чтобы проверить его. Не будь он хорошим человеком, у него бы не вышло поладить с моей дочерью. Да и у него с его-то поддержкой нет смысла о чем-либо беспокоиться. Так, нужно действовать быстро и немедленно. Фань Сянь, у тебя впереди прекрасное будущее. Главный вопрос, сможешь ли ты с ним справиться? С таким количеством чехов это точно не простая простуда. Возможно, дядя, последние дни у тебя много свободного времени. Расследование продолжается. Императорский двор и двор Тайпина – место, чтобы нас больше всего интересует. Риски для императорского двора слишком велики. Быть может, для начала займешься вторым вариантом? Хорошо. Господин, куда он делся? Как у него это получается? Господин премьер-министр приглашает вас в свою резиденцию для беседы. Он сказал, что хочет познакомиться со своим будущим зятем. Мой тесть хочет меня видеть. Возможно, он подозревает меня в том, что именно я имею отношение к смерти его сына. Я провел небольшое расследование. Премьер-министр любит табакерки, поэтому купил самую дорогую в столице. Нельзя прийти на первую встречу с пустыми руками. Отец, на тебя правда можно положиться. Однако, вместо того, чтобы думать о таких пустяках, почему бы тебе не подумать о том, о чем премьер-министр намерен со мной говорить? Пустяках? А что ты думаешь на этот счет? У меня на уме 2 варианта. Первое, узнать, причастен ли я как-то к смерти его сына. Второе, понять, как я отношусь к браку. Я не уверен, вот и решил спросить твое мнение.
Ты не обратил внимания на то, что в приглашении сказано именно о встрече с зятем. Демо настроен к тебе благосклонно. Господин Линь сегодня встречается с Фансянем. Он должен согласиться на этот брак. Ожидаем других новостей. Кроме этого, передай старшей принцессе, что господин Линь знает, что Вубуань служил ей. Он также подозревает ее в смерти своего сына и планирует разорвать с ней отношения. Это довольно неожиданно. В этом нет никаких смысла. Приведи его ко мне, когда он появится во дворце. Слушаюсь. Ты намерен порвать со мной? Посмотри, из какого теста ты сделан. Канцелярия премьер-министра. Прошу, подождите минутку. Кто ты такой? Почему я тебя раньше не видел? Может, его подослали, чтобы как-то меня проверить? Скоро мы породнимся. Обещаю хорошо заботиться о Ванера. Меня зовут Фансянь, а тебя? Папа сказал, что посторонних стоит остерегаться. Имя Дао Бао нельзя говорить всем подряд. Ванер моя невеста. Разве я посторонний? Имеет смысл. Тогда подойди и скажу тебе на ушко. Меня зовут Дао Бао. Отличное имя. Да-да, имя Дабао очень хорошее. Но Эрбао не нравится. Эрбао не нравится имя Дабао? Эрбао ему не нравится, когда я его так называю. Эрбао и вправду звучит не так хорошо, как бы Дабао. А мне Эрбао нравится больше. Я давно не дома. Отец сказал, что он не скоро вернется. Ты не знаешь, когда он вернется? Я о многом хочу его расспросить. Я с удовольствием отвечу на твои вопросы. Правда? Точно, я хотел кое-что спросить. Спокойно, не торопись. Что там происходит? Все хорошо, они поладили, даже лучше, чем мы могли себе представить. Что? Не ожидал. Похоже на притворство. Не похоже, улыбка господина Фансяня выглядит искренней. В таком случае, попросите его войти. Так почему небо голубое? Потому что море голубое. А море почему голубое? Солнце светит на водную гладь, и оно становится голубой. Тогда почему вода и пруд не голубая? Потому что пруд слишком мелкий. Это правда. Мелководье не бывает синим. Здравствуйте, господин Юань. Здравствуйте, Дабао. Господин Фансянь хорошо осведомлен, это вызывает уважение. Это мелочи, ничего необычного. Вас ожидают в кабинете, пожалуйста, следуйте за мной. Я тоже хочу пойти, я тоже хочу. Дабао, придется немного поиграть одному, а я вернусь, как только проведу Фансяня. Все ожидания семьи Линь, все ее надежды. Все они упали на плечи Гуннера. С тех пор, как я стал чиновником, я переживал немало взлетов и падений. Даже сидя в тюрьме, я никогда не падал духом. До вчерашней ночи, когда я услышал о его смерти. Убийство на улице призраков. Дело его рук. Как это мог быть он? Премьер-министр? Вы позвали меня, чтобы убить? Я не имею никакого отношения к его смерти. А вы, премьер-министр, почему же так жаждете моей смерти? Похоже, что в самом деле здесь ни при чем. Тот инцидент, он ничего мне об этом не сказал. Так он хотел убить меня. Вашу свадьбу с Ванер нужно организовать как можно скорее. Ого. Ура, я наконец женюсь на моей Ванер. Я постараюсь поддержать тебя изо всех сил, и в дальнейшем семья Линь пойдет под твое руководство. Но только при одном условии. Ты должен пообещать, что будешь хорошо заботиться о моих детях после моей смерти.
Ты защитишь семью Линь от уничтожения политическими врагами. Если ты поклянешься в этом, семья Линь станет для тебя самой большой поддержкой. После свадьбы с ВНР станет моей семьей, защищать ее будет моим долгом. После нашей свадьбы наши семьи будут связаны кровными узами, так что вполне естественно будет сохранить величие семьи Линь и позаботиться о Дабао. Премьер-министр, я не могу не согласиться с вашим условием. Ты любишь ВНР? Вы уже виделись? Зараза, я был неосторожен и проболтался. Госпожа Е узнала, что я ученик Фэйдзе, поэтому организовала нашу встречу с ВНР. До меня дошли новости о том, что ее самочувствие все лучше с каждым днем, но никогда бы не подумал, что должен благодарить за это тебя. Хорошо, я даю свое согласие на этот брак. Благодарю вас, премьер-министр. Мелководье и правда не может быть голубым. Но я никогда не видел море, оно в самом деле голубое. Я обязательно покажу тебе море. Братец, я слышал, что ты собираешься жениться на ВНР. Она хороший человек, она обязательно заберет меня с собой и вкусно накормит. А мы сможем взять с собой к морю ВНР? Конечно, поедем втроем. Я, ты и ВНР. Дабао, в будущем я женюсь на твоей сестре, значит мы станем братьями. И как же мне тебя теперь называть? Может, я буду звать тебя Сань-Сянь? Может, как-то иначе? Это звучит не очень, мягко говоря. Сяо-Сянь-Сянь. Сяо-Сянь-Сянь. С сегодняшнего дня наши семьи соединены. Раз вы дали согласие на свадьбу в ВНР и Фансяне, я бы хотел провести церемонию как можно скорее. Кроме того, к нам были отправлены послы для переговоров о мире. Я прошу вас принять решение, полагаясь на вашу мудрость. Воевать с двумя врагами сразу неразумно. Нужно извлечь для себя из этой ситуации какую-то выгоду. Поговорим об этом позже. Думаешь? Как пожелаете, Его Величество. Исходя из слов Его Величества, смерть моего сына не будет расследоваться дальше. Мне осталось только терпеть. Старшая принцесса пожелала вас видеть. Ты в своем уме, Гуннер, был убит, а ты торопишься завоевать расположение семьи Фан? Неужели ты веришь в слова этого пса Чен Пинпина? Как убийца мог стать такой человек, как Си Гудянь? Фансяня вполне может стоять за всем этим. Это все, что вы хотели мне сказать? Что? Если вы закончили, скажу я. И в будущем наши встречи больше не повторятся. Свадьба состоится в октябре. А еще я знаю, что убийца моего сына не тот, о ком все говорят. Но великих мастеров всего 4. Это мог быть только человек из дворца. Ты подозреваешь Его Величество? Это невозможно. Если ты дашь мне немного времени, я все объясню. Ты каждый раз так устраиваешь подобные сцены. Буань, твой человек, ты заказала это убийство. Мой сын погиб из-за тебя. На этом прощаюсь. Подожди. Вы в порядке? Эй, я же сказал вам убираться. Точно. Цветам в саду нужно удобрение. Согласно указу, Фансянин назначаем соуправителем храма Тайчан. Не пора ли поблагодарить? Ой, благодарю за великую честь. Но для чего это? Ты в самом деле ничего не понимаешь. Официально это ничего не дает, но теперь можно легально иметь наложниц. Вот ведь. Спасибо, Господи, благодарю. Теперь я вынужден часами работать. Если тяжело, я передам вашу работу другим людям. Не волнуйтесь, я не стану вас обманывать. Помощник премьер-министра.
Хе-хе, тогда я пойду. Прибыл принц. Принц правящей династии Ли Чэнтянь. Эх, и чего он приехал? Ты Фансянь, верно, Ваше Величество. Не знал, что вы прибудете к нам сегодня. Прошу прощения, что не поприветствовал вас ранее. А он даже симпатичнее, чем говорят. Такого красавца грех не завоевать. За что ты извиняешься? У меня для тебя хорошие новости. Какие хорошие новости? Так как убийство на призрачной улице связано с тобой, тебе решили назначить заместителем дипломата. Это отличная возможность подняться по карьерной лестнице. Удачи, я в тебя верю. Благодарю. Я просто хочу бездельничать. Принц сегодня не был похож на интриганта. Не думай, что он планирует со мной враждовать. Быть может, и все дело в старшей принцессе. Ведь без казны у него не было бы власти, что в нее положение приемлемо. Так чего, ничего нет. Дядюшка, ты вернулся? Ты регрессировал. Ключ во дворце. Согласно моему расследованию, там наиболее вероятные места. Дворец Синцин, дворец Хангуан, дворец Гуансинь. Эти дворцы императора довольно вдовствующей императрицы и принцессы. Думаю, лучший вариант Хангуан. Ты меня вообще слушаешь? 500 человек патрулируют эти места, не говоря о таинственном великом мастере. Если на него наткнуться, поэтому мне и нужна твоя помощь. Мы должны вместе пробраться туда. Я отказываюсь. Как только о местонахождении ключа станет известно, обратной дороги не будет. Дядя, тебе точно все равно. Для тебя подобная вылазка словно прогулка. А вот если поймают меня, мне конец. Я не пойду. А тебе не интересно, что тебе оставила твоя мать? Что от меня требуется? Я отвлеку внимание Хуан Сисяня, а ты провернешься туда и найдешь ключ. Хун Сисянь? Он один из великих мастеров. Если его не отвлечь, проникнуть туда будет невозможно. И как надолго ты сможешь его отвлечь? Часа на 3. 3 часа довольно хватит. Но прежде чем я что-то сделаю, нужно убедиться, что все будет нормально. Для начала мне следует появиться чертовски пьяным перед как можно большим числом свидетелей. И той же ночью выйти на дело, чтобы никто меня даже в мыслях не заподозрил. Но я не знаю дороги. Иди. Несколько дней назад мой отец сказал, что пойдет во дворец, чтобы выразить свое почтение. Отличный шанс, чтобы его разузнать. Может, сразу выясню, где хранится ключ? Но разве меня не заподозрят, когда ключ будет украден? Ведь остальным красть его просто нет смысла. Нужно найти того, кто сможет сделать дубликат. И положить его на место оригинала, чтобы никто ничего не заметил. Так мы будем в безопасности. Как же я умен. Давай сделаем это. С этого момента и начнем. Как только все закончится, закатим пир. Господин Синь, я никогда не участвовал в переговорах с вражеской стороной, поэтому немного нервничаю. Что я должен говорить? Так как мы говорим о переговорах, нам важно отстоять свою позицию. Но формулировка должна быть изящна, чтобы они почувствовали мощь нашей великой страны. В любом случае, не переживай, просто слушай меня. А можно ли нам использовать эти данные? Можно, они крайне полезны. С этими данными я полон уверенности. А вот я нет. Эй, наша территория, господин Чантнин. Сейчас шепотом. Ваша территория? Так это ваша территория.
Если хотите вернуть ее, отправляйте свои войска. Ты просто дурень. Да неужели? Тогда объявляю. Эти переговоры приостановлены. Можно обсудить, кто из нас прав, когда ваша страна пройдет. Я вижу вас всех насквозь. Мы не можем уступить вам территорию, что вы так нагло оккупировали. Отвечайте, вы принимаете наши условия или нет? Ты... Это тихое место больше всего подходит моей тонкой душевной организации. Господин Синь, разве это не было перебором? Разве вы не собирались изящно показать мощь нашей великой страны? Разве это не было изящно? Изящно? Разве мы можем уступать нашим храбрым войскам в стойкости? Если они намерены с нами сражаться, то у меня точно нет причин так просто сдаваться. Благодаря информации, что вы предоставили, я стал увереннее в том, что справлюсь с этим. А как вы раздобыли эту информацию? Это не так давно. Господин Фань, говорят, вы найдете здесь что-то полезное для себя. Говорят? Фух. Все прошло довольно гладко. Завтра день дарения подарков. Тебе нужно отправиться во дворец. Точно, воспользуйся этой возможностью, чтобы получше изучить то, как устроен дворец. Чтобы ты не наделал делов, с тобой поедет Люши и твоя сестра. Что, тетя тоже поедет? Это немного отличается от того, что я себе представлял. Ни минутки в одиночестве. Интересно, сколько человек сегодня придет? Принцесса росла на глазах множества людей, так что всем любопытно посмотреть на господина Фанни. Еще и на королевскую мать. Посмотреть немало желающих. Куда пойти в первую очередь? Я думаю, сначала нужно навестить наложницу. Покой наложницы Игуи. У вас сердца нет. Бросьте меня сюда, где даже поговорить не с кем. Наложница Игуи. Сама понимаешь, семья Лю стоит отреагировать, остерегаться двояких ситуаций. Кроме того, разве сегодня не здесь? Если бы не Фансянь, не знаю, когда бы мы снова встретились. Ты ведь господин Фансянь. Раз нашему знакомству, тетушка. Какое прелестное дитя. Он мне нравится. Фансянь и его сопровождение прибыли к наложнице Игуй. Я слышал, что он проигнорировал правила этикета и назвал ее тетушкой. А она в ответ улыбнулась, до сих пор не отпустила его. После долгого пребывания в дворце одиночество настигло ее. Она жаждет семейного тепла. Это Фансянь довольно умен. Продолжать следить за ним и за тем, что он говорит. Уже поздно. Остались люди, что ждут встречи с вами. Знаю. Ты останешься поболтать со мной. Все равно мне нужен именно Фансянь. Но Фансянь, не волнуйтесь, тетушка. Вы оставайтесь, а я сестра присмотрит за мной, на случай, если что-то пойдет не так. Покойная наложница Шу. Теперь я понимаю, почему ее зовут Шу. В китайском языке ее имя созвучно со словом «книга». Твое стихотворение об осени необычайно красиво. Ну что вы, не стоит. Я слышал, что красный терем тоже вышел из-под твоей руки. Это правда? Вы меня перехваливаете. Такой талантливый человек определенно достоин руки Ванера. Наложница Шу. Вы меня совсем захвалили. Чиндзе тоже постоянно хвалил тебя, хоть вы и не встречались. Чиндзе? Ничего не найдено. Дело вид, что вспомнил. Как жаль, я тоже желал встречи, но каждый раз что-то шло не по плану. Я люблю книги, поэтому собрала для тебя несколько особенных редких. Так как ты уже уходишь, я попрошу кого-нибудь передать их себе. Благодарю, вдовствующая императрица. Таким добрым подарком она явно пытается привлечь меня на сторону второго принца.
Подождите минутку. Мне не очень-то хочется с ними расставаться, поэтому предлагаю временный обмен. Хочу подарить, но не слишком. Наложница Шу. Что так спокойно себя ведет, выглядит как-то непривычно. Все нормально, просто старается выглядеть невинно. Наложница Игуй. Мать третьего принца, наложница Шу второго. Нинка Жень, к которой мы сейчас направляемся, является матерью первого принца. Нинка Жень. Так ты, Фансянь, сможешь ли ты защитить свою супругу с такими слабыми ручками и ножками? Не верю. Госпожа, тому есть многие свидетели. Давай сразимся. Я должна сама во всем убедиться. Госпожа, нет. Сразимся? Да. Ладно, сразимся как-нибудь потом. Не хочу делать Ванер больно. Дворец Синцин. Я наслышан о характере Нинка Жень. Просто не обращай внимания, императрица. Я бы не посмел. Подойди поближе. Позволь тебя рассмотреть. Они со старшей принцессой спланировали то убийство. Приветствую императрицу. Но почему я не чувствую в ней враждебности? Эта женщина не так проста. Фансянь и императрица, похоже, приятно побеседовали. Она даже одарила его прикосновением руки. Где сейчас Фансянь? Уже здесь. Отлично. Я не такая, как эти женщины. Я не люблю юлить. Позови Сяо И. Живо. Прикажи ему принести лук и стрелы. Старшая принцесса показала обойти только вам. Брат, все нормально, я скоро вернусь. Разве я могу видеть подобное? Присядь на стул, у меня голова болит. Постою, я лучше постою. Я слышал, ты учишься в Фэйдзе. Можешь ли ты вылечить мою мигрень? У головной боли много причин, поэтому единственного способа лечения нет. Но массаж помогает облегчить симптомы, так как оказывает успокаивающее действие. Правда? Тогда давай попробуем. Боюсь, это не совсем удобно. Почему бы не позвать какой-нибудь из ваших слуг и позволить им? Не думаю, что юноша, о котором ходит столько слухов, окажется так хорошо воспитан. Через некоторое время мы продолжим. Чего тебя бояться? Слушаюсь и повинуюсь. Чего мне бояться? С чего ты решил, что я боюсь? Разве что-то, что ты вновь попробуешь меня убить? Я правда хотел тебя убить. Что сказал ты вслух? Думаю, ты обо всем догадался, так что нет смысла притворяться, нет? Что такое? Напугал тебя? Почему вы хотели меня убить? Я хотела сделать это из-за дела. Убийство на улице Нюлань тоже дело ваших рук. Я попросила Буаня спланировать его. Хоть он идиот, но был весьма послушным жаль. Знаете ли об этом, Его Величество? Ты ему интересен. Твоя смерть бы ему не понравилась. Что, хочешь убить меня? Сейчас здесь кроме нас никого нет. Делай то, что хочешь сделать. Нельзя ее убивать. Все знают, что ты последний зашел сюда. Ее тело обнаружат сразу. Подумай, что скажет твоя невеста, когда узнает, что ты убил ее мать. Убив ее, убей. Если ты не сделаешь это, она будет вечно преследовать тебя. Твои близкие всегда будут в опасности, только убив ее, ты сможешь решить эту проблему. Я сделал массаж акупунктурных точек. Вам стало лучше? Ты хорошо справился. Мне и правда полегчало. Еще один вопрос. Убийство Даньжоу.
Тоже я. Понятно. И ты ничего не сделаешь? На миг мне и правда захотелось сделать это. Но, к счастью, я сдержался. Иначе бы я сам был бы уже мертв. Ян Сяои, высококлассный лучник. Кажется, мне придется попробовать убить тебя еще раз. Пусть так, но знаете, я не отличаюсь терпением. Если у вас нет других приказов, я пойду. Я спасен. Она просто сумасшедшая. Она угрожала тебе? Не совсем, но на ней было мало одежды, и она просила сделать ей массаж. А в процессе на меня была направлена стрела, что могла пронзить меня насквозь. Приди покой императрицы матери. Это покой вдовствующей императрицы. Наверняка ключ находится здесь. Императрица неважно себя чувствует, поэтому никаких посещений сегодня. В любом случае, я узнал точное местоположение, так что плевать, возвращаемся. Что? Ты собираешься украсть что-то из покоя вдовствующей императрицы? Не бойся, ты не пострадаешь. О чем ты? За какую часть плана буду отвечать я? Если переговоры будут успешными, устроят праздничный банкет, во время которого слуги смогут попасть во дворец. Лучшее время для кражи ключа. Нам нужно добиться успеха в этом переговоре. Наша армия уже заняла позиции, мы не можем их развернуть. Вы еще не доплатили нам, за это должны. И что мне сказать? Конечно же ничего. Да, слушаюсь. Давай подписывай поживее. Господин, посмотрите на это. Быстрее, знакомьтесь и подпишите. Да, это пришло из Северной. Сами смотрите. Мы не уступим вашим условиям. Нет, разве это возможно? Похоже на то. Во дворце есть шпион. Вашего сына схватили люди из Северной. Они хотят использовать его в качестве козыря. Ян Жухай. И какие условия он выдвинул? Во-первых, вернуть захваченные территории. Во-вторых, вернуть военнопленных, а семьям погибших солдат выплатить пособие. И напоследок, произвести обмен между вашим сыном и их людьми. О ком тут идет речь? О настоящем демоне Северной. Он отвечал за все их операции и был пойман случайным образом. Раньше он не уступал в известности Чен Пину. Вернуть такого человека равносильно выпуску тигра на свободу. Согласится ли император? В такой случае нам остается только ждать указ свыше. Ой, господин Фань, он так беспокоится о стране и людях, что лишился чувств. Мой банкет. Нет, мы не можем отказаться от территории. Само собой, земли не будут возвращены. На самом деле, их интересует только Сяо Эн и Лили. Мы не можем отпустить этого дьявола. Он обязательно будет мстить. Война вновь начнется, будут огромные потери. Я не могу на это пойти. Мы же его не отдадим, а обменяем. Кроме того, не важно, что мы думаем на этот счет. Решает другой человек. Приказ его величества. Я знаю, что из себя представляет Сяо Эн. Я знаю, насколько горе он причинил нашей стране. Я все это знаю. Однако, обмен одного дьявола спасет множество жизней граждан нашей страны. Земли мы вернуть не можем, поэтому мы будем обговаривать другие условия. Ради делегации Северной Ци, что проделала сюда такой нелегкий путь, я желаю устроить праздничный банкет. Все, извините, все, я устал. Уже. Спокойной ночи всем.